Майкл Ньютон. Путешествие души. Жизнь между жизнями. На канале Мыслеформс Татьяны Тор. Взгляните на все глазами бессмертной души. Глава 1. Смерть и оставление тела. Случай 1. Субъект. О мой Бог! В действительности я не умер? То есть мое тело умерло. Я могу видеть его внизу, подо мной, но сам я плаваю. Я могу смотреть вниз и видеть мое тело, которое распростерлось на больничной койке. Все вокруг меня думают, что я умер, но я не умер. Мне хочется кричать: «Эй, я на самом деле не умер!» Это так невероятно. Медсестры покрывают мое лицо простыней. Люди, которых я знаю, плачут. Меня считают умершим. Но я все еще жив. Это странно, потому что мое тело определенно мертво, в то время как я двигаюсь над ним сверху. Я жив. Эти слова сказаны человеком, находящимся в состоянии глубокого гипноза и вновь переживающим опыт смерти. В благоговейном трепете он отрывисто выпаливает короткие восторженные фразы, видя и чувствуя, что это значит быть духом, только что отделившимся от физического тела. Этот человек мой пациент, который сидит в удобном кресле, откинувшись назад, а я просто помогаю ему воссоздать картину его смерти в прошлой жизни. Несколько ранее этот субъект, следуя моим инструкциям, позволяющим совершить возрастную регрессию, в состояние транса погрузился в воспоминания детства. Далее его подсознательные ощущения стали сливаться, когда мы вместе попытались вернуться в его внутриутробный период жизни. И тогда я подготовил его к тому, чтобы с помощью визуализированного защитного экрана сделать еще один скачок назад во времени. Завершив важный шаг ментальной подготовки, я направил моего субъекта через воображаемый туннель времени в его прошлую жизнь на Земле. Это была короткая жизнь, потому что он умер внезапно от эпидемии гриппа в 1918 году. Когда первоначальный шок моего пациента от того, что он видит себя умершим и в то же время чувствует, как его душа выплывает из его тела, начинает понемногу проходить, он уже более готов к визуальным образам в своем уме. Поскольку небольшая часть его сознания, очень важная часть его ума, все еще функционирует, он понимает, что воссоздает прошлый опыт. В данном случае это длилось несколько дольше, чем обычно, так как этот субъект являлся довольно молодой душой и не очень привык к циклам рождения, смерти и нового рождения, в отличие от многих моих других пациентов. Тем не менее, он довольно скоро привык к этому и начал откликаться на мои вопросы более уверенно. Я довольно быстро вывел этого субъекта с подсознательного гипнотического уровня на сверхсознательный. Теперь он был готов рассказывать мне о духовном мире, и я спросил его о том, что с ним происходит. Субъект. Я поднимаюсь выше, все еще плаваю, оглядываюсь назад на мое тело. Это как в кино, только я участвую в нем. Врач успокаивает мою жену и дочь. Моя жена рыдает. Субъект заерзал в своем кресле.
Я пытаюсь проникнуть в ее ум и рассказать ей, что со мной все в порядке. Но она настолько сильно охвачена горем, что мне не удается пробиться. Я хочу, чтобы она знала, что мое страдание ушло. Я свободен от своего тела. Мне оно больше не нужно, что я буду ждать ее. Я хочу, чтобы она знала, что... Но она не слушает меня. О, теперь я перемещаюсь куда-то дальше. Итак, направляемый моими командами пациент начинает процесс дальнейшего перемещения в духовный мир. Находясь под защитой в стенах моего офиса, многие другие пациенты совершали этот путь. Обычно, после того, как воспоминания субъекта в гипнотическом состоянии сверхсознания расширяются, он оказывается более связанным с этим духовным переходом. В ходе сеанса ментальные картины субъекта становится легче переводить в слова. Короткие описательные фразы перерастают в подробное описание и объяснение вхождения в духовный мир. Существует множество задокументированных материалов, включая наблюдения медицинского персонала, которые описывают опыт переживания клинической смерти людьми, получившими тяжелые травмы в результате несчастных случаев. Эти люди считались умершими, но потом их удавалось вернуть к жизни различными медицинскими способами. Души способны покидать и возвращаться в свои тела, особенно в опасных для жизни ситуациях, когда тело умирает. Люди рассказывают о том, что они парят над своими телами, особенно в больницах, наблюдая за тем, как врачи пытаются их спасти. После того, как они возвращаются к жизни, эти впечатления постепенно угасают в их памяти. На ранних стадиях гипнотической регрессии субъектов в предыдущую жизнь их описание ментального происхождения через процесс умирания в их прошлой жизни не противоречит рассказам тех людей, которые считались действительно умершими в течение нескольких минут, но потом были снова возвращены к жизни. Разница между этими двумя группами людей в том, что субъекты, находящиеся под гипнозом, вспоминают не переживания своей временной кончины. Люди в состоянии глубокого транса способны описывать жизнь, которая начинается после окончательной физической смерти. Что общего в воспоминаниях о жизни после жизни людей, рассказывающих о своем опыте пребывания вне тела, которые они имели в результате физической травмы, и субъектов, которые под гипнозом вспоминают о своей смерти в прошлой жизни. И те, и другие обнаруживают, что плавают над своими телами. Они при этом пытаются прикоснуться к твердым объектам, но не могут их ощутить. И те, и другие рассказывают, что им, к сожалению, не удается завязать разговор с живыми людьми, которые не реагируют на них. И те, и другие чувствуют, что какая-то сила увлекает их прочь от места, где они умерли. И они чувствуют скорее облегчение и любопытство, чем страх. Все эти люди сообщают об эйфорическом чувстве свободы и ярком сиянии вокруг них. Некоторые мои субъекты видят ослепительную белизну, полностью окутывающую их в момент смерти, в то время как другие наблюдают яркий свет в стороне от более темного участка, через который их влекут. Широкой публике это явление известно как прохождение через туннель. Во втором случае мы сможем проникнуть в опыт переживания смерти дальше, чем в случае 1. Теперь субъект – это мужчина 60 лет, и он описывает мне обстоятельства своей гибели в теле молодой женщины по имени Селли, которая была убита индейцами племени Кайова во время нападения на обоз переселенцев в 1866 году. Хотя в обоих случаях субъекты описывают опыт смерти после своей предыдущей жизни, конкретная дата смерти не имеет особого значения, потому что это в любом случае было недавно. Я не нашел существенной разницы
между воспоминаниями о жизнях в далеком прошлом и в современную эпоху, в смысле наглядности и живописности впечатлений, о мере душ или качества полученных уроков. Я должен также сказать, что обычный субъект в состоянии транса обладает сверхъестественной способностью концентрироваться на датах и географических деталях многих своих прошлых жизней. Это так даже в отношении очень ранних периодов человеческой цивилизации, когда национальные границы и названия мест отличались от современных. Но не всегда оказывается легко вспомнить старые названия, даты и географическую местность своей ближайшей прошлой жизни. Однако описание возвращения в мир душ и жизнь в этом мире неизменно яркие. Итак, действие в случае 2 начинается в равнинной местности, на юге Америки, в тот момент, когда стрела с близкого расстояния попала в шею Селли. Я всегда осторожен со сценами смерти, наступающей в результате насильственной травмы в прошлых жизнях, потому что подсознательный ум все еще удерживает в памяти этот опыт. Субъект из второго случая пришел ко мне с жалобой на болезненные ощущения в горле, которые его беспокоили в течение этой его жизни. В таких случаях обычно требуется специальная терапия и депрограммирование. Работая с субъектами, я всегда пользуюсь случаем, чтобы поместить его в положение наблюдателя и таким образом смягчить его боль и эмоциональные переживания. Случай 2. Доктор Ньютон. Испытываете ли вы боль от стрелы? Субъект. Да. Наконечником разорвало мое горло. Я умираю. Субъект начинает говорить шепотом, схватившись руками за горло. Я задыхаюсь, хлещет кровь. Уилл, муж, держит меня. Боль ужасная. Я ухожу. Так или иначе, все кончено. Примечание. Часто души покидают свое человеческое тело за несколько мгновений до фактической смерти, если они испытывают сильную физическую боль. Кто может порицать их? Тем не менее, они остаются рядом с умирающим телом. Применив кое-какие успокаивающие приемы, я поднимаю этого субъекта с уровня подсознания на уровень сверхсознания, для того, чтобы перейти к духовным воспоминаниям. Доктор Ньютон. Хорошо, Селли. Вы приняли тот факт, что были убиты этими индейцами. Не опишете ли вы мне ощущения, которые вы испытываете в момент смерти? Субъект. Словно некая сила выталкивает меня из моего тела. Доктор Ньютон. Выталкивает вас? Каким образом? Субъект. Меня выталкивают из макушки моей головы. Доктор Ньютон. Что выталкивают? Субъект. Ну, меня. Доктор Ньютон. Опишите, что означает «меня». Как выглядит то, чем вы являетесь, и что выходит из головы вашего тела. Субъект. Пауза. Искорка света. Сияющая. Доктор Ньютон. Откуда исходит свет? Субъект. Из моей энергии. Я выгляжу как нечто прозрачно-белое. Моя душа. Доктор Ньютон. Остается ли эта энергия света такой же после того, как вы покинули свое тело? Субъект. Пауза. Кажется, что я немного увеличилась при перемещении. Доктор Ньютон. Если ваш свет расширяется, то как вы сейчас выглядите? Субъект. Как тонкая нить, зависшая в воздухе. Доктор Ньютон. И как вы на самом деле ощущаете процесс выхода из своего тела?
Субъект. Ну, это как если бы я сбросила свою кожу, как очищенный банан. Я просто оказалась без своего тела. Доктор Ньютон. Это неприятное чувство? Субъект. Нет, так чудесно чувствовать себя свободной и без всякой боли. Но я дезориентирована. Я не собиралась умирать. В голосе моего пациента появляется печаль, и я прошу его еще минуту продолжать оставаться сосредоточенным на своей душе и на том, что происходит на земле с его телом. Доктор Ньютон. Я понимаю, Селли. Вы как душа чувствуете себя в данный момент немного не в своей тарелке. Это нормально в вашей ситуации, потому что то, что вы имели, просто закончилось. Внимательно слушайте и отвечайте на мои вопросы. Вы сказали, что плавали. Способны ли вы свободно перемещаться сразу после смерти? Субъект. Это странно, словно я повисла в воздухе, который совсем не воздух. Нет пределов, нет силы тяжести, и я невесома. Доктор Ньютон. Вы хотите сказать, что для вас это подобно тому, как если бы вы оказались в вакууме? Субъект. Да, вокруг меня нет твердых предметов, нет никаких преград, в которые я бы могла врезаться. Меня относит куда-то, в сторону. Доктор Ньютон. Можете ли вы контролировать свои движения? То, куда вы направляетесь? Субъект. Да, кое-что я могу делать, но что-то влечет меня в яркую белизну. Она такая яркая. Доктор Ньютон. Эта белизна повсюду одинаково интенсивна? Субъект. Ярче поодаль от меня и немного темнее, серая, в той стороне, где мое тело. Начинает плакать. О, мое бедное тело! Я еще не готова уходить. Субъект вжимается в спинку кресла, словно чему-то сопротивляется. Доктор Ньютон. Все в порядке, Селли, я с вами. Я хочу, чтобы вы расслабились и рассказали мне, продолжает ли та сила, которая вытащила вас из головы в момент смерти, все так же увлекать вас прочь, и можете ли вы остановить ее? Субъект. Пауза. Когда я освободилась от моего тела, тяга ослабла. Теперь я чувствую, что меня подталкивают, уводя меня от моего тела. Я еще не хочу уходить, но что-то хочет, чтобы я быстро ушла. Доктор Ньютон. Я понимаю, Селли, но я подозреваю, что вы узнали, что можете кое-что контролировать. Как бы вы описали то, что увлекает вас прочь? Субъект. Что-то вроде магнетической силы, но я хочу немного задержаться. Доктор Ньютон. Может ли ваша душа сопротивляться этому ощущению, этой силе, так долго, как вы хотите? Субъект. Долгая пауза, во время которой у субъекта, кажется, происходит внутренняя борьба, спор с собой, в его прошлой жизни, в качестве Селли. Да, я могу, если действительно захочу остаться. Субъект начинает плакать. О, ужас! Что эти дикари сделали с моим телом? Повсюду кровь на моем красивом голубом платье. Мой муж Уилл пытается удержать меня и все еще борется вместе с нашими друзьями против индейцев Кайова. Примечание. Я усилил образ защитного экрана вокруг этого субъекта, который очень важен для успокоительных действий и процедур. Душа Селли все еще витает над ее телом после того, как я продвинул сцену вперед во времени, к моменту, когда индейцы были отогнаны от обоза выстрелами из ружей. Доктор Ньютон. Селли,
Что делает ваш муж после того, как атака отбита? Субъект. О, хорошо, он не ранен, но... Печально. Он держит мое тело, плачет надо мной. Он ничем не может мне помочь, но, кажется, он этого еще не понял. Я холодна, но он руками держит мое лицо, целует меня. Доктор Ньютон. И что вы сейчас делаете? Субъект. Я над головой Уилла. Я пытаюсь его утешить. Я хочу, чтобы он почувствовал, что моя любовь на самом деле не ушла. Я хочу, чтобы он знал, что он не потерял меня навсегда, и что я увижу его снова. Доктор Ньютон. Доходит ли до него ваше послание? Субъект. О, столько горя! Но он чувствует мою сущность. Я знаю это. Наши друзья окружили его, и они окончательно разлучают нас. Они хотят исправить обозы и снова заняться делами. Доктор Ньютон. Что происходит теперь с вашей душой? Субъект. Я все еще сопротивляюсь ощущению тяги. Я хочу остаться. Доктор Ньютон. Почему? Субъект. Ну, я знаю, что я умерла, но я не готова еще покинуть Уилла, и я хочу посмотреть, как они похоронят меня. Доктор Ньютон. Видите ли вы или чувствуете других духовных существ вокруг себя в данный момент? Субъект. Пауза. Они рядом. Скоро я увижу их. Я чувствую их любовь, так как я хотела бы, чтобы Уилл почувствовал мою. Они ждут, когда я буду готова. Доктор Ньютон. Тем временем можете ли вы утешить Уилла? Субъект. Я пытаюсь проникнуть в его ум. Доктор Ньютон. Удается ли вам это? Субъект. Пауза. Я думаю, немного. Он чувствует меня. Он понимает, любит. Доктор Ньютон. Хорошо, Селли. Теперь мы переместимся немного вперед во времени. Видите ли вы, как ваши друзья по обозу помещают ваше тело в могилу? Субъект. Более уверенным голосом. Да, они похоронили меня. Мне пора идти. Они уже пришли за мной. Я направляюсь к более яркому свету. Вопреки мнению некоторых людей, души часто проявляют мало интереса к тому, что происходит с их телом после того, как они физически умерли. Это не проявление жестокосердия по отношению к ситуации, к людям, которых они оставили на земле, а просто чувство облегчения, которое испытывают эти души по окончании своей ужасной смерти. Они хотят быстрее отправиться в прекрасный мир душ. Однако есть много таких душ, которые желают задержаться в том месте, где их застигла смерть, на несколько земных дней, обычно до похорон. Для душ один день на земле может показаться минутой. Существует множество различных мотивов, побуждающих душу задержаться. Например, тот, кого неожиданно убили или с кем произошел несчастный случай, часто не хочет уходить сразу. Я обнаружил, что нередко эти души испытывают растерянность или раздражение. Синдром зависания души особенно характерен для тех, кто умер в молодом возрасте. Резкое отделение от человеческой формы даже после продолжительной болезни – это все же удар для обычной души. И в таком случае в момент смерти она также неохотно расстается с телом. Есть поэтому что-то символическое для души в организации трехдневной или пятидневной похоронной церемонии. На самом деле души неодержимы болезненным желанием увидеть, как их хоронят, потому что эмоции в духовном мире отличаются от тех, какие мы испытывали здесь, на земле.
Однако я обнаружил, что души признательны за то уважение, которое оказывают им их родственники и друзья в память об их физической жизни. Как мы видели в последнем случае, есть одна основная причина для многих душ не торопиться уходить с места их физической смерти. Это желание мысленно обратиться к близким, чтобы успокоить их, прежде чем отправиться дальше, в духовный мир. Те, кто только что умер, не сокрушаются о своей смерти, потому что они знают, что оставшиеся на земле увидят их снова в мире душ, а также, возможно, позже, в других жизнях. С другой стороны, родственники умершего, как правило, чувствуют, что потеряли своего близкого навсегда. Находясь под гипнозом, мои субъекты вспоминают, что бывали расстроены из-за того, что им не удалось успешно использовать свою энергию и ментально соприкоснуться с человеком, который из-за шока и горя оказывался невосприимчивым. Эмоциональная травма живущих может захлестнуть их внутренний ум до такой степени, что их ментальная способность к общению с душами заглушается. Если только что отошедшая душа все же находит способ утешить живущих, хотя бы очень быстро и коротко, она обычно удовлетворяется и стремится затем быстро удалиться из астрального плана Земли. В моей собственной жизни имел место типичный случай такого духовного утешения. Моя мать скончалась внезапно из-за сердечного приступа. В период подготовки к похоронам я и моя сестра были настолько опечалены, что во время самой церемонии находились в совершенно заторможенном состоянии. Через несколько часов мы вернулись в пустой дом матери вместе со своими супругами и решили отдохнуть. Я и моя сестра, должно быть, почти одновременно достигли альфа-состояния, стадии сна, когда обостряется чувствительность и восприимчивость. Появившись в двух разных комнатах, моя мать прошла сквозь наши подсознательные умы, подобно видению, очищающему белому свету, пронесшемуся над нашими головами. Соприкоснувшись с нами, она улыбнулась, сообщая о том, что она приняла свою смерть и чувствует себя хорошо. Затем она плавно удалилась. Продолжаясь всего лишь несколько секунд, это действие стало своего рода выразительным завершающим актом, в результате которого мы оба погрузились в глубокий сон стадии дельта. Мы способны чувствовать успокаивающее присутствие душ отошедших близких, особенно во время или сразу после похорон. Чтобы духовный контакт мог установиться, находящимся в состоянии шока необходимо попытаться хоть на короткое время расслабиться, чтобы их ум прояснился. В такие моменты наша восприимчивость к паранормальным явлениям повышается, и мы более готовы получать позитивные послания любви, прощения, надежды и поддержки, а также подтверждение, что близкий, покинувший вас, находится в хорошем месте. Когда вдова с маленькими детьми говорит мне: «Какая-то частичка моего мужа является ко мне в трудные минуты», я верю ей. Мои пациенты рассказывают мне, что как души они способны помочь находящимся на земле связать свой ум с самим миром душ. Как было мудро сказано, люди на самом деле не уходят, пока их помнят те, кто остался на земле. В следующих главах мы увидим, что существует особая память, являющаяся отражением нашей собственной души, и коллективные воспоминания, которые для всех душ представляют собой атомы чистой энергии. Смерть не прерывает нашу связь с бессмертной душой тех, кого мы любим, и которые утратили свое персонифицированное материальное тело. Несмотря на свою активную деятельность в мире душ, эти отошедшие души все же могут прийти, если их позовут.
Иногда обеспокоенная душа не желает покинуть Землю после физической смерти. Это бывает из-за того, что у нее остались нерешенными некоторые проблемы, имевшие сильное влияние на ее сознание. В этих аномальных случаях на помощь приходят высшие существа, которые помогают пройти через адаптационный период. Мы также можем помочь здесь, на Земле, этой растерянной душе, просто отпустив ее. Я подробнее остановлюсь на этих обеспокоенных душах в главе 4. Но то, что пишут в книгах и показывают в кино о таинственных призраках, это сильное преувеличение. Как лучше всего подготовиться к нашему собственному уходу? Наша жизнь может быть короткой или длинной, здоровой или отягощенной болезнями, но придет время, когда все мы должны будем принять это. Если мы неизлечимо больны, то есть смысл так или иначе подготовить ум, как только пройдет первый шок, отрицание и депрессия. Когда мы внезапно оказываемся перед лицом смерти, наш ум сам находит кратчайший выход в такого рода ситуации. Когда приближается конец нашего физического существования, все мы имеем возможность и способ соединиться с нашим высшим сознанием. Умирание – это такой момент в нашей жизни, когда легче всего восстановить свое духовное сознание, когда мы можем почувствовать, что наша душа связана с вечностью. Хотя есть умирающие люди, которым трудно позитивно принять свой уход. Те, кто ухаживают за ними, говорят, что почти каждый из них в последние моменты обретает чувство покоя и отрешенности. Я убежден, что умирающим людям открывается доступ к высшим знаниям их вечного сознания, и это часто отражается на их лицах. Многие из этих людей обретают понимание, что что-то вечное, вселенское ожидает их там, и это будет хорошо. Умирающие люди проходят через процесс трансформации, во время которого душа отделяется от когда-то принятого ею тела. Люди связывают смерть с утратой жизненной силы, тогда как на самом деле происходит обратное. Мы теряем свое тело во время смерти, но наша вечная жизненная энергия соединяется с силой божественной сверхдуши. Смерть – это не тьма, а свет. Мои пациенты говорят, что после того, как они вспоминают опыт своей прошлой смерти, они заново наполняются ощущением такой свободы от своих бренных тел, что жаждут немедленно начать свое духовное путешествие в мир покоя и знания. Из последующих случаев мы узнаем, что из себя представляет жизнь после жизни.